know you're somewhere, somewhere. Всем привет, это канал Anigame21. Подписывайтесь, ставьте лайки, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео, и оставьте комментарии. И обязательно нажмите на лайк, потому что это поможет развитию канала. И что ж, мы начинаем. Манга One Piece, 1066 глава под названием «Воля Ахары». Мини-сериал на обложках «Невозмутимое путешествие Джермы 66», часть 23. Джерма возвращается домой. На первой странице. О чем вы говорите? Когда-то в прошлом существовал футуристичный город, подобно этому. Это лишь теория. Когда-то среди археологов был человек, который, рискуя жизнью, пытался побольше разузнать об этом королевстве. И в некоем месте он нашел машину, дата создания которой соответствовала теории, которую он выдвинул. Эта машина была создана во время пустого столетия? Как много ты об этом знаешь? Робин, ты что-то знаешь об этом? Я знаю, что для тебя это болезненная история. 22 года назад твоя родина Ахара была уничтожена вызовом 5. Я думаю, Ахару уничтожили именно потому, что они узнали об этом королевстве. Во времена пустого столетия существовала крайне продвинутая цивилизация. История говорит о том, что некое королевство противостояло в битве 20 другим странам. Эти 20 стран в итоге стали победителями, образовав мировое правительство, известное нам и по сей день. Чтобы убедиться в том, что больше никто не будет следовать идеологии того королевства, мировое правительство стерло из истории все следы его существования. Какой ужас! Что это правда? Какая интересная история! Погоди-ка, Вегапанк! Выходит, что всех людей, которые узнали об этом, да, они были уничтожены. Тогда почему ты открыто говоришь нам об этом? Я ничего не слышал. Нужно все забыть. Ничего не знаю и ничего не слышал. Как я уже сказал, это лишь теория, однако. Ника Робин, если Ахару стерли именно из-за этой теории, значит, правительство признает, что эта теория правдива, не так ли? Почему вы вообще об этом заговорили? Исследователи Ахары выдвинули свою теорию, изучив разные важные документы. А вы, узнав об этом, сообщили мировому правительству? Нет, я в том же положении, что и вы. Даже если я работаю на правительство, если начну говорить об этом, меня уничтожат. Тогда я больше ничего не хочу об этом слышать. Они будут меня пытать. Пожалуйста, отпустите нас. В таком случае, как вы узнали об этом королевстве? Ведь книги, которые Ахара собирала по всему миру, были «Воля Ахары все еще жива». В тот день весь мир был в растерянности. Ученые Ахары, известные во всем мире благодаря своим знаниям, были уничтожены всего за одну ночь. Выжила лишь одна девочка. Мировое правительство провозгласило их группой злых ученых, которые пытались устроить переворот. Несколько месяцев спустя после того инцидента я лично отправился на Ахару, которая превратилась в выжженную пустыню. Лидер ученых, профессор Кловер, был моим старым знакомым, и я хотел почтить его память, положив цветы на его могилу. Вы знали профессора Кловера? Он был просто помешан на пустом столетии. Я знал его как путешественника, который собирал книги по всему миру. Правительство ловило его и сажало в тюрьму около 10 раз. Но в итоге он все равно прославился как лучший археолог в мире. Ученые уважали его и поэтому приплывали в Ахару. Так Ахара стала святилищем археологии. То, что случилось с таким талантливым человеком, просто трагедия. Когда я прибыл в Ахару, я был в шоке. Даже древо знаний было сожжено дотла. Но затем я увидел кое-что, что меня поразило. На дне озера, которое находилось в центре острова, я обнаружил множество книг. Что это? Судя по всему, ученые, видя, как их остров пылает из-за атаки вызова 5, пытались спасти ценные книги. Они погибли в попытке защитить их и сохранить для будущих поколений. Невежественные солдаты видели их, но не зная их ценности, не придали этому никакого значения. И это была огромная победа для Ахары. Когда я увидел их и все понял,
Из моих глаз ручьем потекли слезы. Робин, прошу тебя, ты должна бежать с острова. У меня здесь еще остались незаконченные дела. Я не хочу уходить без тебя, мама. Я только нашла тебя. Я тоже останусь. Защитите книги. Выбрасывайте их из библиотеки. Робин, история – это сокровище человечества. И ради будущего, в котором тебе предстоит жить, мы не можем сдаться. Мама! Гордись, Робин. У тебя великая мать. Однажды ты расскажешь о судьбе этого острова, Робин. Ахара сражалась против мира. Робин плачет. Эй, шлемоголовый, из-за тебя Робин плачет. Я не прошу тебя за это, Вегапанк. А ну, освободи нас, ублюдок. Вегапанк. Все было так, как ты и сказал. Ахара узнала об этом королевстве. Ясно, так это правда. Что стало с книгами в озере? Сначала я хотел отвезти их на Панхазард, но если бы правительство прознало об этом, все было бы кончено. Кроме того, в тот день я кое-кого там встретил. 22 года назад. Вест-Блю, Ахара. Несколько месяцев спустя после инцидента с вызовом 5. Кто это такие? Великаны? Отлично, вытаскивайте. Что здесь делают великаны? И что они делают? Они знают о ценности этих книг? Давно не виделись, Вегапанк. Тебя, как и всегда, легко заметить по огромной выделяющейся голове. Ты же Драгон. Что ты здесь делаешь? Могу спросить тебя о том же. Похоже, твоя голова стала еще больше, а? Я был старым знакомым профессора Кловера. И ты тоже? Я знал его еще юнцом, когда он путешествовал по миру. Обвинение в том, что он пытался уничтожить мир, просто абсурдное. Это явно какая-то дезинформация. Доктор Вегапанк, возраст 43 года. Монки Ди Драгон, возраст 33 года. Тебя интересуют эти великаны? Я уже проверил их. Они не воры. Они приплыли с Эльбафа. Они знают о ценности этих книг. Тот парень, чье тело все покрыто бинтами, их капитан. Он сказал, я не позволю, чтобы сокровища Ахары, ради которых ученые отдали свои жизни, были стерты из истории. Вы, парни из правительства, не понимаете их ценности. Рад, что они их не уничтожили. Эй, я не такой, как они. Я был очень разочарован, когда узнал, что ты стал правительственной шавкой. А ведь я приглашал тебя вступить в нашу армию освобождения, но ты отказался. Не говори ерунды, что могла дать твоя нищая армия? Человеку, обладающий таким интеллектом, как у меня. Смотрю, ты как всегда прямолинеен. Мировое правительство, огромная организация, особенно морской дозор. И там полно людей, до которых можно достучаться. Не забывай про свою главную цель, Драгон. Я знаю, просто этот инцидент вывел меня из себя. Они жестоко убили всех этих беспомощных ученых, только из-за того, что они проводили неблагоразумные исследования. Я создам армию, которая будет с ними сражаться. Ты, человек, который ненавидит войны и жестокость? Просто наблюдай, Вегапанк. Я изменю мир. Я не допущу, чтобы воля Ахары исчезла. Смерть Кловера не будет напрасной. В этот же год Драгон вместе с Эмпорией Ванковым и Бартоломею Кумой сформировали революционную армию, шокировавшую весь мир. Отец Луфи очень целеустремленный человек. Ты сказал Эльбаф? Драгон был знаком с профессором Кловером? Не знала, что они знакомы. Я в шоке, вот почему Кума спас нас. Вегапанк, почему ты переделал его в киборга? Значит, этот ублюдок Иванков был одним из основателей революционной армии? В итоге, книги Сахары не попали в руки правительства. Поскольку я очень ими интересовался, я тайно посетил Эльбаф. Они позволили мне прочесть документы. Так я узнал о секретах мира, которые пытались разгадать в Ахаре. Теперь все это в моей голове, благодаря чему я смог продвинуться в своих исследованиях. Капитана великанов звали Саул, не так ли? Сейчас он залег на дно, никто не знает о его местонахождении. Робин плачет. Спасибо, доктор Вегапанк. Прошу, сделайте так, чтобы жертвы ученых Ахары были не напрасными. Я союзник для каждого ученого.
Такова моя природа. Все-таки я один из них. Их обуви сами начали двигаться. Обувь стала двигаться сама по себе. Я все еще не могу вас отпустить. Следуйте за мной. Я хочу вам кое-что показать. Яичная голова, лабораторный уровень, свалка. Эй, у этого робота нет кабины, из которой им управлять, Чоппер. Ясно, похоже, он автоматический. В таком случае двигайся, робот. Может, нужен какой-то пароль? Наверное, пароль это его имя. И он начнет двигаться, когда мы его назовем. Двигайся, Робоноски. Двигайся, Робокинг. Что за детский сад? Вы же не думаете, что это правда сработает? Он взорвался! Пожалуйста, помогите мне! Черт, снова провал! Кто-нибудь спасите! Похоже, пространство и время исказилось во время телепортации. Кто этот парень? Он похож на Кинемона. Да ну, я помогу! Спасибо! Это же... Ты ведь сын Драгона, не так ли? Я знал, что ты придешь. Добро пожаловать. О, Бонни, и ты здесь. Ты так выросла. Рад, что с тобой все в порядке. Дедуль, ты паришь в воздухе? Вегапанк, вы ведь тоже их носите. В вашей дом обуви есть функция парения. Сбоку есть кнопка, нажмите ее и отпустите рычажок. Нажать и отпустить? Вот так? Да, все трое взлетели в воздух. Помогите! Величайший ум в мире, доктор Вегапанк, лидер СНГ, специальной научной группы. И на этом все. Глава заканчивается, продолжение будет в следующем видео. И не забываем ставить лайки. Это сильно поможет для продвижения канала. Я буду очень сильно благодарен, поэтому подписывайтесь, ставьте лайки, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео и оставьте комментарии. Всем пока!